Это добрый, приятный, позитивный французский фильм, основанный на реальных событиях, с великолепным актерским составом, который, мне кажется, точно вам понравится. Итак, действие фильма начинается ночью в Париже. Дрис едет на Мазерати Филиппа на большой скорости. Вскоре их преследует полиция. Когда их ловят, Дрис, чуть не смущаясь, удваивает свою ставку с Филиппом, уверенный, что не смогут получить эскорт. Чтобы избежать наказания за превышение скорости, Дрис заявляет, что квадриплегического Филиппа нужно срочно отвезти в больницу. Филипп притворяется, что у него инсульт, и одураченный полицейский в конце концов сопровождает их в больницу. Когда полицейский оставляет их в больнице, Филипп спрашивает, что они теперь будут делать, на что Дрис отвечает: «Теперь позвольте мне позаботиться об этом», и они уезжают на машине. История этих двух мужчин затем рассказывается в виде флешбека, который занимает почти всю оставшуюся часть фильма. Филипп – богатый квадриплегик, владеющий роскошным парижским особняком, и его помощница Магали проводит собеседование с кандидатами на должность сиделки с проживанием. Дрис, один из кандидатов, не имеет никаких амбиций, чтобы быть принятым на работу. Он просто хочет получить подпись о том, что прошел собеседование и получил отказ, чтобы продолжать получать пособие по социальному обеспечению. Он ведет себя крайне непринужденно и беззастенчиво заигрывает с Магали. Ему говорят вернуться на следующее утро, чтобы получить подписанное письмо. Дрис возвращается в крошечную квартиру, которую он делит со своей большой семьей в мрачном парижском пригороде. Его тетя, возмущенная тем, что от него не было вестей в течение 6 месяцев, приказывает ему покинуть квартиру. На следующий день Дрис возвращается в особняк Филиппа и, к своему удивлению, узнает, что его взяли на испытательный срок на должность сиделки с проживанием. Он узнает о степени инвалидности Филиппа и затем сопровождает Филиппа в каждый момент его жизни, с удивлением обнаруживая совершенно иной образ жизни. Друг Филиппа рассказывает о криминальном прошлом Дриса, которое включает в себя 6 месяцев тюрьмы за ограбление. Филипп заявляет, что его не волнует прошлое Дриса, потому что он единственный, кто относится к нему не с жалостью или состраданием, а как к равному. Он говорит, что не уволит его до тех пор, пока тот будет качественно выполнять свою нынешнюю работу. Со временем Дрис и Филипп становятся ближе. Дрис старательно заботится о своем боссе, который часто страдает от фантомных болей. Филипп рассказывает Дрису, что стал инвалидом после аварии на параплане и что его жена умерла, не родив детей. Постепенно Филипп под руководством Дриса наводит порядок в своей личной жизни, в том числе становится более строгим со своей приемной дочерью Элизой, которая ведет себя с персоналом как избалованный ребенок. Дрис открывает для себя современное искусство, как традиционное, так и современное, оперу и даже берется за живопись. На день рождения Филиппа в его гостиной устраивается частный концерт классической музыки. Дрис сначала очень неохотно, но под руководством Филиппа начинает более внимательно слушать музыку и открывается для Филиппа. Затем Дрис ставит Филиппу музыку, которая ему нравится, Boogie Wonderland группы Yard, и все в комнате начинают танцевать. После Дрис узнает, что у Филиппа чисто эпистолярные отношения с женщиной по имени Элеонора, которая живет в Дюнкерке. Дрис предлагает ему встретиться с ней, но Филипп боится ее реакции, когда она узнает о его инвалидности. В конце концов, Дрис убеждает Филиппа поговорить с Элеонорой по телефону. Филипп соглашается с Дрисом отправить ей фотографию, на которой он изображен в инвалидном кресле, но колеблется и просит свою помощницу Ивон отправить фотографию, на которой он изображен таким, каким был до несчастного случая. Через какое-то время они договорятся о свидании Элеоноры и Филиппа. В последний момент Филипп боится встретиться с Элеонорой и уходит с Ивон до прихода Элеоноры. Затем Филипп звонит Дрису и приглашает его отправиться с ним на его частном самолете на уик-энд для полетов на параплане. Филипп дает Дрису конверт с 11 тысяч евро, суммой, которую ему удалось получить за картину Дриса, которую он продал одному из своих друзей, сказав, что это картина подающего надежды художника. Адам, младший двоюродный брат Дриса, попавший в беду с бандой, находит убежище в особняке Филиппа. Дрис рассказывает Филиппу о своей семье и о своем прошлом сироты из Сенегала, которого усыновили его тогда еще бездетные тетя и дядя и привезли его во Францию. Позже его приемных родителей появились собственные дети. Дядя умер, а тетя родила еще детей. Филипп понимает, что Дрису необходимо содержать семью, и освобождает его от работы, предположив, что он, возможно, не захочет всю жизнь толкать инвалидное кресло. На следующий день Дрис возвращается в пригород, присоединяется к своим друзьям, и ему удается помочь своему младшему кузену. Благодаря своему новому профессиональному опыту он устраивается на работу в транспортную компанию.
Тем временем Филипп нанимает сиделок, чтобы заменить Дриса, но ни один из них его не устраивает. Его моральное состояние очень низкое, и он перестает заботиться о себе. Ивон начинает беспокоиться и связывается с Дрисом, который приезжает и решает отвезти Филиппа на Мазерати, что возвращает историю к первой сцене фильма – полицейской погоне. После того, как ему удалось ускользнуть от полиции, Дрис везет Филиппа прямо на берег моря. Побрившись и элегантно одевшись, Филипп и Дрис приходят в ресторан «Кабург» с прекрасным видом на океан. Дрис неожиданно выходит из-за стола и желает Филиппу удачи на обеденном свидании. Филипп не понимает, но через несколько секунд появляется Леонора. Эмоционально растроганный, Филипп смотрит в окно и видит Дриса на улице, который улыбается ему. Этот прекрасный, добрый, трогательный фильм заканчивается очень приятной сценой, когда Дрис прощается с Филиппом, улыбается и уходит. Друзья, что скажете про этот фильм? Действительно же он очень приятный и добрый. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Если вы досмотрели это видео до конца, то я также советую посмотреть эти видео. Я желаю вам хорошего дня и до скорого.